Всем привет! Прежде всего, видео хочу записать для новичков, которые пришли на наш канал и, в принципе, в крипту зашли недавно. Я бы хотел вам сказать несколько важных моментов, благодаря которым вы не сольете свой депозит. Ну и второй момент, вы сможете заработать деньги. Прежде всего, нужно вам посмотреть, подписаться на канал — это раз, поставить лайк этому видео — это два, для того, чтобы не потерять, и зайти вот в это видео. Или вы увидите такую вот эмблему видео, разбор прогнозов по криптовалютам, какие ошибки вы делаете. Рекомендую посмотреть для того, чтобы, в принципе, въехать в то, что я говорю. Мы на нашем канале выставляем разные прогнозы. Это не сигналы, это наш опыт, то, насколько мы видим движение цены. Мы делимся с вами этой информацией. Выглядит это так, до и после. Также до падения биткоина, когда он торговался выше 47 тысяч, я говорил зоны, по которым я ждал такой коррекции. И через какое-то время мы как раз, понятно, мы поднялись, я показывал скрин до, выше, около 47-49 даже тысяч, да, и как раз упали ровно на эти уровни, и был у нас отскок от 35, даже 34 900 и выше. В таком вот формате мы постим наши прогнозы. Также у нас есть группа, в которой вы можете обсудить то, что в графике, разные монеты. Здесь мы обсуждаем, делимся информацией. Показываем после того, как дали какие-то прогнозы, наши результаты по разным монетам. И в принципе, для новичков есть что посмотреть, особенно про листинги. Когда люди первый раз слышат листинг, что такое листинг, видят после добавления листинга прям 1000%, и они думают, что они зайдут и заработают 1000%, они потом разочаровываются и получают большие минусы. Почему это происходит? Потому что вы не понимаете, что может произойти после листинга. Поэтому ваша задача это учиться, это в первую очередь, читать книги, хотя бы что-нибудь по теханализу, и начать чертить графики в приложении. Все эти ссылки есть в описании под этим видео. Ваша задача просто эти ссылки пооткрывать и поизучать, начать изучать. Значит, что я хотел озвучить для новичков. Я это описал в канале нашем в Telegram, но повторюсь. Не теряйте бдительность, бесконечного роста нет, так же, как и нет бесконечного падения. Есть уровни поддержки и сопротивления, есть уровни Фибоначчи. Вы просто должны уметь пользоваться этими инструментами. Также, если вы не умеете торговать на фьючерсах, вот вы знаете, фьючерсы, там большие, можно заработать деньги. Если вы не понимаете вообще, как устроена свеча, из чего она состоит, там 4 часа в день, вот вроде как вы видите, по опыту, может, маленькому опыту, вы поторговали, и у вас сложилось впечатление, что вы поняли, что такое рынок, не нужно залазить на фьючерсы и шортить там, или лонговать при больших плечах. И выставлять большую маржу, потому что вы в секунду просто в секунду можете это все потерять, если не понимаете. Третье. Ставьте стоп-лосс всегда. Лучше потерять несколько процентов, чем весь депозит. Это вы должны понимать, даже торгуя на споте. Если вы заходите в сделку на споте, понятно, там волатильность на валютах, которые очень волатильные, может составлять больше 10%. И если мы говорим о таких криптовалютах, которые менее волатильные в плане, когда проторговка идет, это биткоин, BNB, ETH, Ethereum, и другие топовые криптовалюты, как вы видите, они идут в основном либо по паттернам, вы смотрите паттерны, либо смотрите по другим параметрам. Это потом вы уже будете изучать в будущем, да, если вы не слезете с этой темы. В будущем будете изучать. Также не делайте переторгованность. То есть это люди, которые уже... Что такое переторгованность? Давайте покажу. Вот наш график дневной биткоина. Смотрите. Вот это все рост. Там, с 21 июля мы выросли на 77% по биткоину. Давайте, чтобы я его... Ага, тут не хотел засорять информацией. Так,
Вот, просто запомните. Вот это 81%. Мы выросли за 52 дня. Что я подразумеваю под вашей переторгованностью? Это значит, что вы торгуете не, как вы видите, не в 53 дня, там тут зашли, тут вышли, а торгуете каждый день в разрезе там минуты или 15 минут. Вот на сегодняшний день была такая ситуация. Вот 47 730, видите, да, этот уровень, 47 800, цена выросла на 49 160, это примерно 2,9%. Кто-то в этом заработал, кто-то просто зашел и не вышел. Цена спустилась ниже того уровня, на который вы торговали изначально. Там, ну, допустим, на 1%. При больших плечах это 100% минуса, если 100%, 100х от плеча, да, вы взяли кредитного. И здесь у нас мы получили, там, допустим, 2%. Потом опять отсюда вынесли всех шортистов на 4,36%. И вы здесь, допустим, лонгуете. Здесь вы пробуете шортить. Это, в принципе, классно, если вы видите так. Здесь вы там лонгуете, здесь вы пробуете шортить, здесь опять лонгуете, здесь шортите и так далее. То есть у вас, если вы, ну, скажем, эмоционально устойчивы, вы можете, конечно, так торговать, но это называется такая себе переторгованность создается, потому что по другим соображениям, если вы здесь, допустим, вот в этом, вот здесь, вот зашли в шорт, он просел, вы не закрылись, он пошел выше, вы тут могли испугаться, допустим, что вот, ну, да, цена что-то идет вверх, сейчас пойдет вверх, вы закрываете, здесь она идет вниз, вы здесь открываете лонг, она идет вверх, вы видите плюс, но не закрываетесь, потом идет вниз, и вниз, 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 вы тут пугаете, закрываетесь, потом вы смотрите, что цена выросла, и думаете, сейчас же она должна упасть, вы открываете, тут шорт, здесь цена просела, но все равно продолжила вверх, и тогда вы опять закрываетесь, или не закрываетесь и ждете, здесь у вас без убыток будет, но некоторые могут сказать, но цена должна же вроде упасть еще ниже, ну, по каким-то соображениям, допустим, вы не закрываетесь, цена растет, 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 здесь вас выносит по стопу, либо выносит по вашему депозиту, потому что при больших плечах в основном выносится, все люди выносятся. Пару процентов не в правильном, не в нужном положении, да, не в нужном направлении, и большие ликвидации идут. Здесь вы думаете, хорошо, цена падает, вы здесь берете шорт, вы здесь видите какое-то падение, вы тут можете закрыться, и это правильно вы сделали. Здесь вы, допустим, закрылись и сделали лонг, допустим, проспали продажу, цена упала еще ниже, и вы опять в минусе. Как бы у вас идет переторгованность, вы где-то здесь вроде как заработали в одном трейде, но это ничтожные деньги, и в основном у вас вот тут минус, тут минус, тут минус. И поэтому у вас создается такая переторгованность, вы эмоционально нестабильно становитесь, вы думаете, что вы ни хрена не понимаете, у вас идет минус, вы думаете, как вернуть деньги, вы еще больше ставите, вы больше сливаете, и поэтому вы, скажем так, с рынка слились, смылись, и все, вас нету пока какое-то время, пока вы опять не услышите или не подумаете, а почему бы нам мне не закинуть еще денег. Вот, и я вас уверяю в том, что если покупать на низах, когда вот цены просели, вот видите, ну, тут был большой рост биткоина, все помнят, до 65, ну вот, допустим, цена, когда просела здесь, это дневной график, вот посмотрите, сколько потребовалось ему вырасти. Вот 26% и 14 дней. Но вы же видите, что цена там, допустим, растет. Можно встать и не дергаться. И тогда, ну, если вы понимаете, тут есть линии сопротивления, понятно. Но если оно там пробивает, и вы понимаете, о чем идет речь, то вы можете хотя бы отсюда, вот здесь вот там вы зашли, отсюда получить 12%. В банке дают, по-моему, 10%. Это в валюте. Не, даже, по-моему, меньше 5% дают в валюте, да, в евро или долларах депозит на год, то есть делим на 12, получаем вообще непонятные проценты, которые заморожены на год. Так вот, вы можете заработать там за эти 15 дней, или сколько там прошло, 10% к вашему депозиту, если вы с умом будете. Но понятно, если есть вероятность падения, тут просто стопы вы выставляете или подтягиваете, но на определенное количество процентов, да, тоже нужно читать, как правильно поставить стоп. И тогда, когда цена падает, вы по стопу, как бы вас выбило, все равно у вас стоп в профит, и вам все равно платятся деньги, потому что вы какой-то процент все равно заберете. То есть не 10%, а, допустим, 5%. Потом, когда вы смотрите на это падение, понятно, что это все можно шортить, как и мы шортили, но нужно понимать еще тоже, как шортить.
И также, когда вы уже видите вот эту проторговку, понятно, что здесь уже нужно хоть что-то знать, чтобы не слить депозит, потому что вы видите такое движение вниз. То есть, если вы зашли бы здесь и держали, то, скорее всего, вы бы в минусе. Но даже если вы здесь зашли, вам бы потребовалось, давайте возьмем такой какой-то максимум, вам бы потребовалось, чтобы пойти уже в плюс через 65 дней. Понятно, что не все вытерпят этот период, как можно 3 месяца ждать, пока депозит наконец-то пойдет в плюс. Когда вы видели, допустим, минус 19%, это не очень приятно. Но есть еще моменты, когда вы здесь зашли, допустим, на, ну, $1000, допустим. Давайте не будем большие какие-то суммы для вас говорить, потому что обычно новички начинают там с 500, даже и меньше $500. Ну, в общем, вы зашли, там, допустим, на 100. Цена просела. Ну, понятно, что вы могли бы закрыться где-то здесь и получить плюс, и когда цена упала, вы бы опять перезашли здесь. Ну, допустим, плохой вариант. Вы зашли, давайте, зашли вот здесь вот вообще. Цена сразу упала вниз. Что вы делаете? Вы дожидаетесь, когда цена упадет вниз. У вас есть тут тоже линии поддержки, о которых постоянно все говорят. И здесь просто, или здесь, допустим, на пути вниз докупаете еще на 100, и тут на 100, и тогда у вас будет без убыток. Где-то, если вот мы здесь купили, то мы наполовину снизились. Потом мы здесь купили на 100, и у нас было 200 депозит и 100, это одна, там вторая. То есть мы не можем наполовину подняться, опуститься, то есть мы опускаемся где-то вот в этот район. И у вас без убыток уже здесь. И здесь, когда цена вырастает, ваша, ну, такая вероятность, да, либо выйти без убыток, и когда опять цена просядет, вот тут, допустим, докупить опять на 100, здесь цена выросла, видите, растет, вы опять можете докупить на 100, у вас ваш вход, если он здесь был, и вы докупаете ровно на 100% от депозита, то есть было 100, вы купили еще на 100, то тогда, ну, где-то вот здесь купили, то тогда вы окажетесь посередине, ваша, допустим, линия входа, у вас будет где-то здесь. Если вы покупаете на 200, вот где-то здесь, на 200, вот ваша линия входа здесь. Вы на 200 купили, опять половина, это будет где-то здесь. То есть, если цена пойдет вниз до вашей зоны, у вас будет 0. Но здесь она, цена не доупадет, у вас тут какой-то процент будет еще плюса, вот отсюда вот до сюда. Допустим, если вы зашли, у нас $400, ну, допустим, отсюда, да, до вот максимума падения у вас 2,79 в профите. То есть из $400 вы заработали где-то $10. Ну, или не заработали, они где-то висят в плюсе. И когда цена опять вырастает, вы тут где-то стоп поставили, допустим, без убыток, цена вырастает выше на 30%, то вы уже из $400 имеете $120 профита. То есть у вас будет уже не $400, а $520. И дальше вам просто остается, допустим, либо докупать, вот он, когда докупать именно нужно тогда, когда цена уже просела, вы видите, что уже все ниже не опустится, вы просто здесь докупаете, можете хоть $400 поставить, но, понятно, надо стоп еще соблюдать, может, конечно, не повести, и цена дойдет до вашего уровня входа, и у вас какой-то минус может быть, но если это уже дно, и цена уже просела, вы можете проследить на дневных таймфреймах, насколько проседает цена, потому что максимум это уже какой-то будет, ну, вот здесь вот, да, мы увидим. Здесь цена просела на 44%, где-то что-то случилось. И в основном вот дневные таймфреймы, это если взять, вот если коррекция идет, там 21%. А здесь мы получили коррекцию в 20, тоже 4 где-то процента. Здесь, допустим, взять, ну тут 10% или максимальное тоже 20%. Здесь у нас мы получили 12%. А здесь мы получили 8%. Видите, как выше и выше уже коррекция все ниже и ниже. 7%. А здесь уже опять мы развернулись и получили 20%. То есть в основном на дневных таймфреймах, когда мы смотрим день, да, несколько дней, он падает где-то 20-25%. Бывает и 8%. И вот вы видите, что если цена упала на 11%, ну она еще могла упасть, по идее, до 20, там, да, где-то вот так вот. Вот так вот она должна была упасть. Но у нас есть свои паттерны, вот у нас линии, там поддержки, первые, там вторые. И, как видите, он несколько раз здесь постукался. Раз день, 2 день и 3 день. И пошел вверх. То есть мы здесь можем докупить. Мы уже будем иметь вот где-то здесь вот точку входа и $800, если мы усреднимся. Или докинем 400, только по-умному, да. И когда цена поднялась до 40%, мы получим $320. То есть 40% из $800 это $320. Правильно я считаю?
Где-то так, да? И вот таким образом у вас нету такой переторгованности, вы контролируете свои эмоции, и вы зарабатываете, в принципе, равно, ну, это хороший заработок, если, понятно, было бы у вас больше денег вложенных, то и выхлоп был бы больше. Но важно тут не сколько вы заработали, а чему вы научились, поняли ли вы график, понимаете ли вы свечи, и контролируете ли вы, ну, свой, скажем так, свою жадность, да? Не переборщить. Можно контролировать биткоин, то есть контролировать в плане строить какие-то параллели, строить паттерны, выстраивать свою стратегию, тактику торговли, и тогда вы будете примерно понимать, где находится цена по Фибоначчи, насколько она выросла, где будет коррекция, и когда она будет. Вот мы, если пробили какой-то уровень сопротивления вчера, неделька закрылась очень положительно, то, скорее всего, возможно, мы продолжим движение вверх. И поставив, там, вот сегодня был, когда биткоин просел, вот в этом месте можно было поставить, купить по какой-то хорошей, красивой цене и уже быть в профите, выставить стопы и смотреть на то, как развивается движение биткоина. Так, тут я сказал очень долго, но я надеюсь, вам понятно. Следующее. Когда вы видите очень большие пампы криптовалют, вот очень много выросли процентов, там, как сегодня Shiba выросла там на 30 или с чем-то процентов, то готовьтесь к тому, что будет и хорошая коррекция. То есть она может откорректироваться очень быстро на минус 8%. При больших марже, которые вы ставите, минус 8% это достаточно много за буквально там 15 минут. И если вы залезли в эту крипту, которая уже выросла и, может быть, растет, вы 100% должны торговать со стопами. Без этого вам, ну, не получится, скорее всего, правильно торговать. Ну и плюс, когда выросла цена, закрываться там по каким-то процентам. То есть у вас там 100, допустим, долларов, вы закрываетесь, когда вышло на там 10%, на 25%, потом еще на 25%, потом ставить какую-то часть в безубыток в профит и ждать, как цена, ну, себя проявит. А когда вы ложитесь спад, допустим, поставить, вы там просчитаете, может, просчитаете, что еще цена может вырасти на 5%, и эти 25, допустим, процентов выставить продажу там на каком-то уровне выше сегодняшнего торгов. Шестое. Всегда учитесь, пробуйте новые инструменты, читайте, смотрите видео, развивайтесь. Это очень важно, потому что пока вы не будете чертить, пока вы не будете анализировать криптовалюту, пока вы не будете работать над ошибками, у вас будет плохая статистика. Вот реально плохая статистика. Это как бы не карка, это практика. Седьмое, не жадничайте, потому что многие тоже проблемы возникают из-за того, что вы жадничаете. Допустим, вы видите профит 20%, или вот при плечах, особенно когда торгуете, вы видите 20 и вам мало, вы хотите больше. И вы не закрываетесь. Цена резко идет вниз, вы не успеваете закрывать, вы видите минус и ждете. Ждете у моря погоды, когда она вырастет. Она не вырастает, вы тут решаете, допустим, докинуть, усредниться на фьючерсах. Вы усредняетесь, цена еще ниже идет, еще ниже, и вы видите больше и больше минус. Вообще идеальная стратегия добавления маржи, когда у вас профит. Почему бы так не делать, когда у вас профит, да? Но надо видеть движение цены. Восьмое, понятно, я вначале сказал, обязательно посмотреть то видео, которое я в начале видео показывал. Девятое, помните, что рынок крипты очень нестабилен и любую минуту может вас раздеть. Но не в плане рынок нестабилен. Нестабилен, скажем, много разных людей умных, которые умеют навести ажиотаж как на рост криптовалюты и потом их слить, также и просто слить криптовалюту, уже набравшись разных монет, да, и потом выкупить на низах, но предварительно поиграв с вашими эмоциями, потому что рынок это эмоция, да, эмоция человека. Если торговали боты, и то тоже там есть алгоритм работы, но в основном это эмоции. И вы видите актуальность книг, которые написаны тысячи лет назад в Японии про свечи, сколько там, я даже не помню, сколько там было, в каком году. Есть книга очень интересная про японские свечи, как раз которыми мы и пользуемся, откуда они возникли, тоже почитайте, интересно. Десятое. Если вы новичок, реально торгуете на споте, если вы торгуете на фьючерсах, то это не больше 1х плечо. Потому что на споте вам позволит, если цена, допустим, просела,
Понятно, можно ее докупить, как я говорил, ниже, но обычно вас не ликвиднет, пока вы сами не решите закрыть сделку в минус. То есть у вас может висеть вот эти минусы, которые там в крипте, там стоила крипта $20, потом она стоила 10 какое-то определенное время, потом что-то случилось, и крипта стала там через полгода 30 стоить. Вот вы на десяточку на каждой валюте заработали, и как бы вас не ликвиднуло, потому что на фьючерсах, если вы торгуете, вас может, первое, ликвиднуть, то есть забрать ваш бюджет, который вы туда вложили, второе, вы каждые там 5 или сколько часов платите комиссию. Но смотря какая там сегодняшняя, там, кто платит, шортисты или лонгисты, это тоже надо учитывать. Все вы можете, понятно, больше, потому что я верю, что любой человек может научиться торговать, но для этого нужно тренироваться. Это как тренировать мышцы, это как учиться в институте какому-то новому, непонятному для вас предмету или будущей профессии. Все учатся. И в этом рынке криптовалют то же самое. Нету человека, который бы взял и только на удачу и заработал стабильно на протяжении года, у него плюсовые сделки. 12. Быть хладнокровным всегда. Вот реально нужно хладнокровным. То есть то, что вы завели на биржу, вы должны готовы быть потерять. Но не с дуру, что вот все направо и налево, да, тут мы в магазин заходим, ой, где-то скидочку посмотреть, да, ой, где-то что-то, ой, не буду переплачивать, там, буду на маршрутке ездить, не буду на такси ездить, а тут, когда вы стали трейдерами, вы направо и налево $10, $100, $1000, да, пожалуйста, тоже не нужно вот в таком состоянии быть. Но и, в принципе, на сегодня все. Прогнозы, опять-таки, мы постим на канале, но вы должны подходить к этим прогнозам со всей ответственностью, потому что ответственность за ваши деньги несете именно вы. Нету никакой гарантии, да, что оно может быть так. Но в основном то, что мы постим, оно получается, вот, не знаю, на удивление ваше, как вы видите, очень классно отрабатывает. Бывает такое, что, да, цена пошла до уровня, до которого мы говорили, но перед этим цена каким-то образом проседает, да, есть какой-то такой, я как говорил, есть люди, которые управляют большим капиталами, они сливают специально, чтобы, знаете, как зарядить рынок, пропампить его, но перед этим они сливают. Поэтому это рынок, и вы должны к этому быть готовыми. Теперь 100% вам нужно подписаться на канал, поставить лайк и начинать учиться. Всем спасибо за просмотр. Всем удачной торговли!